Привет всем, ребята! Меня зовут Ирина и мой канал Russian to the World. Сегодня у нас необычный урок, потому что я делаю такой урок в первый раз. Мы будем учить новые слова на тему аэропорт. Сколько слов вы можете сейчас вспомнить на тему аэропорт? Не очень много? Тогда давайте повторим или выучим их вместе. Итак, самое первое слово – это, конечно же, аэропорт. Но внимание! Как мы произносим это слово? Аэропорт. Не airport, аэропорт. Это место, куда прилетают самолеты, приезжают люди, где можно купить билеты, сесть на самолет и путешествовать. Но не нужно путать это слово с другим русским словом – аэродром. Аэродром – это большая территория аэропорта, куда прилетают самолеты. Прилетают, или мы можем сказать, приземляются самолеты. Приземляться – это когда самолет касается земли. При земле. Приземляться. Приземляться и взлетать. Взлетать – это когда самолет отрывается от земли и начинает лететь. Как вы думаете, сколько самолетов сейчас приземляется в нашем украинском аэропорту? А сколько самолетов взлетает? Взлетно-посадочная полоса. Это дорога, по которой едет самолет до того, как он поднимается в воздух. И наоборот. Когда самолет приземляется, он приземляется на взлетно-посадочную полосу. Когда вы приезжаете в аэропорт, вам нужна стойка регистрации. Стойка регистрации – это место, где люди могут зарегистрировать свой билет. Если вы хотите путешествовать, вам необходимо пройти паспортный контроль. Паспортный контроль – это место, где работники проверяют данные пассажира. Они смотрят его паспорт, фотографию и проверяют по компьютеру. Когда человек прошел паспортный контроль, ему также нужно пройти таможенный контроль. Таможенный контроль – это место, где проверяют ваши сумки. Не везете ли вы наркотики, алкоголь или что-то еще запрещенное. После паспортного контроля, таможенного контроля вы получаете посадочный талон. Почему он называется посадочный? Потому что посадка – это когда все люди заходят в самолет. То есть это талон, который нужно иметь для посадки. Посадочный талон. Итак, вы берете посадочный талон, проходите duty free. Конечно же, вы покупаете много всего в этом отделе. И идете на выход. Выход к самолету. Для того, чтобы знать, куда идти к самолету, вам нужно посмотреть на табло. Табло – это монитор, это экран, где написаны рейсы, отправление и прибытие. Отправление – это когда вы улетаете. Прибытие – это когда вы прибываете или прилетаете в страну.
Итак, для того, чтобы узнать, какой номер вашего выхода к самолету, вам нужно посмотреть на табло. Почему нужно это делать? Потому что самолеты иногда задерживаются. Когда самолет задерживается, нужно немного подождать. Также бывает такое, что из-за плохой погоды рейс отменен. Рейс отменен или рейс отменяется. Когда рейс отменяется, конечно же, это немного хуже, потому что нужно ждать следующего рейса. Если все нормально, вы берете свой багаж, который также можно назвать ручная кладь. Ручная кладь – это небольшой рюкзак или сумка, которую вы берете с собой в самолет. А где же ваши чемоданы? Перед этим вы ставите чемодан на ленту багажа. Лента багажа – это место, где вы ставите свой багаж, и он едет к самолету. В аэропорту вы ждете, пока объявляют посадку. Итак, вы садитесь на автобус, который подъезжает к самолету. Там, конечно же, уже стоит трап. Трап – это лестница, по которой люди могут зайти в самолет. Это называется трап. Чаще всего пассажиры покупают билет туда и обратно. То есть они хотят полететь в одну страну, посмотреть что-то интересное и вернуться домой. Но реже люди покупают билет в один конец. Это билет, который позволяет путешествовать только в одну сторону. Итак, вы садитесь в самолет. Где вы сидите? Это можно назвать тремя разными вариантами. Место, сиденье, кресло. Мне кажется, это кресло очень удобное. Какое ваше место? Скажите, пожалуйста. Места в самолете бывают разными. Место в хвосте самолета, место в голове самолета и места посередине. Говорят, что места посередине самые безопасные. А вы как думаете? В прошлый раз, когда я летала в Португалию, мое место было как раз возле крыла самолета. Крыло самолета или крылья самолета. Конечно же, когда вы садитесь в самолет, вы берете ремень безопасности и пристегиваетесь им. Ремень безопасности – это ремень, который поможет вам безопасно лететь в самолете. Пристегнуть. Пристегнуть ремень безопасности. А вы всегда пристегиваете ремень безопасности, когда вы летите в самолете. Бронировать. Если вы хотите путешествовать, вам нужно бронировать билеты заранее. Лучше забронировать билеты туда и назад. Конечно же, когда вы сели в самолет, вы можете прочитать инструкцию и знать, где пожарный выход. Пожарный выход – это дверь из самолета, которую можно открывать в случае аварии. Когда вы прилетели, вам, конечно же, нужно забрать багаж. Где можно забрать багаж?
Это место называется зона получения багажа или лента получения багажа. Как называются колеса, на которых самолет едет до того, как взлетает? Эти колеса называются шасси. Самолет открывает шасси, когда приземляется, и закрывает шасси, когда взлетает в воздух. На табло вы можете увидеть расписание рейсов. Расписание – это список рейсов, которые прилетают или улетают из аэропорта. Итак, ребята, на сегодня все. Я надеюсь, вы узнали много новых слов, выучили или повторили их. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, понравился ли вам такой урок и нужно ли мне делать еще подобные уроки. Была рада вас учить сегодня. Ирина, Russian to the World. Пока-пока. Увидимся!